Дрейн. Наверняка вы не раз сталкивались с этим словом, вы в курсе того, что это такое, и, наверное, уже просекли, что я каждое свое видео начинаю с подобных слов. За последний год количество дрейн-контента в моем таймлайне начало расти в геометрической прогрессии, а если точнее, то я стал намного чаще натыкаться на так называемых дрейнеров, которые засвечивают свои фотки, записывают гайды на шмот Салика и помечают весь свой контент тегами дрейн, дрейнить и дрейнгэнг. Конкретно о последнем и пойдет речь. Вы думали, я нормальный человек? Я дрейнер. В этом видео вы узнаете историю становления Drain Gang, увидите глубочайший аналитический разбор самой важной части их дискографии, благодаря чему мы сможем ответить на вопрос, почему они являются самыми яркими представителями клауд-рэп движа, и попытаемся оценить, насколько большое влияние они оказали на современную культуру и музыку. Начинаем. Если вы загуглите Дрейн, то узнаете, что нынче это целая интернет-субкультура со своим естественно уникальным и ни на кого не похожим стилем, истоки которого частично, повторяю, частично были взяты от группы Drain Gang. А еще они что-то не поделили с офниками. «Поясни за шмот», — говорит офник. «Ну давай, рискни здоровьем», — отвечает Дрейн. Drain Gang, как узнала авторка MediaLeaks, были основаны в 2013 году, и именно их творчество стало точкой зарождения этого молодежного движения, которое, как обычно, дошло до нас спустя 7 лет, и почему-то только у нас так ярко разрослось в целый стиль, который по ряду разных причин известен людям больше, чем сама группа. Вообще в СНГ дрейн-движ начался аж пару лет назад, и тут можно удивиться, что он до сих пор продолжает разрастаться в условиях, когда большинство его участников даже не шарят за дрейн. И в принципе подобные интернет-явления забываются спустя год. Уверен, что в комментариях объявится умник, который скажет, что я опоздал с темой и все это должно было сдохнуть 7 лет назад, но, во-первых, я и не торопился, а во-вторых, это видео про Drain Gang, а не про интернет-субкультуры, на которые в 95% случаев больно смотреть и ничего интересного там не происходит. Тем более, когда мы живем во время, где дед-инсайды считаются субкультурой. Боже, верни аниме-буллинг. Вдобавок, одна из целей моего канала, как я только что придумал, это воспитание в людях интереса к музыке, поэтому переходим к героям видео. Drain Gang — это шведская клауд-рэп группа, состоящая из 5 сладких мальчиков. Blade, он же Bloody, он же Blade, являющийся самым влиятельным и главным лицом всей банды. Eka2k, он же Екатук и причина неуспеваемости вашего сына. Tyboy Digital, он же Tyboy Gun или лучший диджей планеты DJ Billy Bull. White Armor, он же DJ Cannabis и скрытый гений группы. Ну и Янг Шерман, который вроде и с ними, а вроде, как я заметил, чаще тусит с Яном Глиной. Но это не важно, ведь Drain Gang и Sad Boys — друзья навеки. Sad Boys вы можете знать, если вспомнить 2013-2014 года, когда молодой Ян Глин был настоящим феноменом, одним из самых часто обсуждаемых артистов, который запустил нескончаемую волну клауд-рэперов, и никому не нужный тогда Трэвис Скотт просился к нему на фит. Естественно, первым он не являлся, ибо истоки клауд-рэпа произрастают от типов вроде Cloud Dead и Вайпера, которые затем были подхвачены Lil B и каким-нибудь Асапом Роки, а уже после этого клауд-рэп предстал перед нами в той форме, в которой мы знаем его сейчас. Ленивый, утопающий в автотюне голос, читающий под мечтательный и облачный бит. Так вот, вместе с Sad Boys и зародились Drain Gang, только сначала под именем Smoke Boys, затем Gravity Boys, затем Gravity Boys Shield Gang и только потом Drain Gang. А началось все с того, что маленькие Бенджамин и Зак были одноклассниками с огромным желанием творить музыку. А какую музыку обычно хотят делать дети в 12 лет? Конечно, хип-хоп, панкушный нойскор. Лучшие шведские рэперы, господа. Спустя пару лет молодой Бладик берет себе имя Кен Бернс, а Екатук — Малкольм Секс, и под охереннейший бит диджея Каннабиса записывают один из своих первых бенгеров. И по большей части у группы всегда будет оставаться подобный подход. То есть контент выходит не под именем Drain Gang, а под Blade, Eka2k и Tyboy Digital. Даже их полноценные совместные альбомы записаны вот так. К слову, таких работ у них всего 3, в то время как у отдельных участников их наберется более 15. Больше всего у Блейда. Можете считать, что историю их зарождения я рассказал, так что переходим к самой музыке.
Первая полноценная работа группы называется GTBSG, и воспользовавшись поисковыми навыками авторки MediaLeaks, я узнал, что она была выпущена в 2013 году. Это компиляция, состоящая из ранних синглов тогдашних Gravity Boys, и... Какая же она прекрасная! Святой Грааль клауд-рэпа! Легендарная штука, где буквально каждый трек шикарен. Ощущается так, словно ты после чистки зубов мятной пастой жуешь мятную жвачку и запиваешь стаканом холодной воды, закусывая льдом. Для многих это лучшая эра группы и лучшая эра клауд-рэпа в принципе. Как раз когда Янг Лин был на своем пике популярности. Уже здесь слышен огромный потенциал группы, а главное их продакшена. White Armor – гений. Без шуток, один из самых уникальных хип-хоп продюсеров. Стоит услышать лишь секунду от бита, и ты сразу узнаешь, что его сделал никто иной, как диджей Каннабис. Да, это его первое имя, под которым он выпустил один примечательный релиз. Rippin' Private Balls, выпущенный в 2011 году, который, как по мне, можно назвать вапор-трэпом еще до его как такового появления. Раньше этот альбом было очень сложно отыскать, но теперь найти его можно без проблем, так что советую. А еще у него недавно вышел трек про копание картошки. На GTBSG можно услышать, что пацаны не воспринимают свое творчество слишком серьезно и не пытаются донести до нас какой-то глубокий месседж или перевернуть музыкальную индустрию вверх дном. Чего один Карвош стоит, никто на полном серьезе такую музыку не делает. Подобный простой подход к музыке частично остается и по сей день, но это не значит, что группа застряла в своем старом звучании. Звук постоянно меняется и эволюционирует благодаря таланту и самобытности продюсеров, которые не теряют свою фишку, но при этом не стоят на месте. Если вы не знакомы с ранней эрой Дрейна, а My Magic is Strong не входит в ваши топ-5 треков группы, то вы не имеете права называться True Дрейнером. Об этом микстейпе я на самом деле не могу сказать много, кроме того, что это дебютный микстейп Блейда и первая работа, выпущенная на лейбле Янг Лина, помимо самого Янг Лина. Звук здесь достаточно похож на некоторые треки с GTBSG, разве что реверба на всем подряд стало меньше. Зато здесь есть Delete, а эта вещь чуть ли не показательный пример того, что автотюн может превратить трек в торжество гипнотического экстаза. Я думаю, что никто из популярных артистов не использует так много автотюна, как Блейд, что является отталкивающим фактором и одной из главных причин, почему с дрейнерами никто не хочет общаться. Короче, Delete лучший трек, плюс Unreal забавный. Первый микстейп тайского мальчика под названием «Тигр». Это самый настоящий клауд-рэп альбом в его традиционном понимании. В то время как Блейд звучит так, словно он пародирует клауд-рэп, выкручивая каждый его аспект до абсурдного максимума, Тайбой звучит чуть более приземленно, но при этом ни капли не менее стильно. Может, он и не так интересен, как Блейд и Эко2К в плане вокала, например, многие иногда его даже не могут отличить от остальных, но никто из этих двоих не может флексить так же, как Тайбой Digital. Чувак настолько крут, что у него есть сайт-проект DJ Billy Bull, где он сошел с ума и начал делать какой-то транс с евроденсом и заявлять, что он топ-1 диджей планеты. Мой батя с детства мне привил любовь к прогрессивным трансам, поэтому уважаю. Вдобавок, не очень выделяющийся голос Тайбоя компенсируется потрясающим продакшеном от White Armor. Это удивительно, как он может делать для разных людей разный звук, но при этом сохранять свой собственный стиль. Опять же, вы не дрейнер, если игнорируете этот альбом и не слушаете Diamonds на полную громкость. А еще на обложке Амогус. В 2015-м Якатук решил пошуметь и дропнуть Electro Industrial EP, а в 2016-м Блейд дропает свой дебютный альбом Ever Since. Как же я его ненавидел. Мне казалось, что он звучал почти раздражающе, словно комар клауд-рэпер витает над ушами. И только спустя 2 года ради этого видео я решил переслушать его. И началось. Сначала мне очень зашел Love Note, потом Who Goes There, потом Sugar, а потом... И вот хрен объяснишь, почему так происходит со всей их дискографией. Не зря у дрейнеров есть фраза «это полное говно, но ты привыкнешь». Почти все их работы до, наверное, 2018 года звучат холодными и отстраненными, и пиком подобного звука как раз и является Ever Since.
Ледяные биты идеально подчеркивают монотонный голос Блейда, который весь альбом занимается деперсонализацией и рисует нам картину одинокого человека в зимней ночи, утопленного в бесконечной меланхолии. Я пытался изобразить, что мне очень грустно, но повалявшись в снегу, я наоборот испытал детскую радость. Из-за Эверсинса вокруг Drain Gang и выстроился образ грустных мальчиков, которые, цитирую, пишут грустные песни про депрессию и нежелание жить. И как бы по фактам, но сейчас темы изменились скорее на противоположные. До этого мы еще дойдем. В конце 2016 года выходят EP Rip Blade и AVP, которые я всем однозначно советую, а после них в 2017 году выходит первый настоящий альбом всего состава Drain Gang под названием DNG с отталкивающей жуткой обложкой. На данный момент я считаю его самым слабым из дискографии. По отдельности треки, конечно, не так плохи, даже хороши, но когда я слушал его полностью, я уснул. Вот есть альбомы, которые работают именно как полноценный экспириенс, в который ты хочешь себя погрузить, например, какой-нибудь флут у Бориса, и никто в здравом уме не захочет слушать отсюда отдельные треки. Здесь все наоборот. У меня вообще нет желания переслушивать весь альбом, но вот песни отсюда я слушаю постоянно. Вообще это удивительно, что у них всего один такой альбом, учитывая, что они играют сраный клауд-рэп на 808-х, который многих задолбал сразу, как только начал звучать из каждой дыры, что, кстати, стало одной из причин, почему я проигнорировал волну Янглина, Боунса и их русских аналогов. Когда все в моей школе начали слушать Фараона, я чувствовал себя таким крутым, ведь я был не такой, как все. Пока у всех играл рэп, а это, напоминаю, не музыка, я слушал металл, дэткор, слэм, бидон, джентуху. А главное, что я слушал все это из динамика телефона. И все вокруг считали меня конченным мудаком, который мало того, что слушает говно, так еще и заставляет его слушать всех вокруг. Но об этом в другой раз. Я считаю, что Drain Gang стоит отдать должное как минимум за то, что у них по-настоящему разнообразная дискография, насколько парадоксальным бы это ни казалось. А DNG, как мне кажется, больше был нацелен на людей, которые с 2013-го ждали их полноценного совместного альбома. И есть большой шанс, что он не зашел мне лишь пока, и я просто недостаточно апдрейнился, чтобы проникнуться его атмосферой и звуком. Working on Dying — это микстейп, спродюсированный битмейкерами из Working on Dying. Наверное, это самая близкая к традиционному трэпу работа Блейда, учитывая, что все остальное — это по сути смесь клауд-рэпа, будто бы это не одно и то же, и альтернативного R&B. Его еще можно отнести к жанру тред, который по сути изобрели сами VOD, но я отказываюсь его признавать, там минимальные отличия от обычного трэпа. В контексте его дискографии Working on Dying действительно воспринимается уникальной вещью. Когда слушаешь его, ты будто бы находишься в ночном городе будущего, любуешься всепоглощающим неоном, но тебя не покидает паранойя и ощущение преследования. Перформансы Блейда здесь, на удивление, очень разнообразны, сравнивая с его другими альбомами. Здесь тебе и мелодичный Under Your Spell, и его привычный монотонный флоу, и странная, немного кринжовая агрессия на Best Buy, и даже рычание на Cherry Bracelets. Чтобы вы понимали, обычно он звучит одинаково почти в каждом треке. Кто-то скажет, что это делает Блейда ужасным артистом, но я скажу, что это гениально, ведь каждый раз, когда он выходит за свои привычные рамки, это ощущается, как будто ангел шепчет на ушко. Ну то есть ты хаваешь говно, чтобы потом нормальные вещи казались мега крутыми. Хороший микстейп, Саня Роши approved. Red Light вышел весной 2018-го, и, наверное, это самый спорный альбом Блейда. Раньше он мне тоже не нравился, а теперь я сам не понимаю, почему он многим кажется самым слабым. Единственной проблемой альбома, как по мне, является его длина. 40 минут это, конечно, совсем недолго, но тот факт, что даже за эти 40 минут альбом начинает немного надоедать, говорит о многом. В остальном же Red Light справляется со всем, за что берется. В этот раз White Armor, в отличие от Eversince, решил отойти к более мягкому и ненавязчивому звуку, что, кстати, не делает продакшн менее интересным. Он все так же изящно детализирован, просто сделано все это, как я уже и сказал, ненавязчиво. Может быть, основная причина нелюбви к этому альбому состоит в том, что на первый взгляд биты кажутся вообще никакими, отходят на второй план, а без битов Blade тоже никто. Но имха это лишь на первый взгляд.
Альбом ощущается как переходная точка между ранним депрессивным бладиком времен Glue и Ever Since и будущим времен The Fool и 333. С этого момента я называю альбом просто тройка. На Red Light'е Blade потерялся. Он уже не погружен в депрессию, но все еще не нашел тот цвет, за которым он будет одержимо следовать позже. Здесь Blade разрывается между ненавистью к себе и мыслями о том, что он самый крутой. Вау, прям как я. Ну короче да, как и с любым альбомом Блейда, я привык к этому говну и теперь не могу перестать его слушать. Надеюсь, все плачут с Puppet Master, и большинство будет согласно, что Decay лучший трек. Эту мелодию слышали все, даже те, кто никаким боком не связан с Drain Gang. А может быть, вы слышали ее в моих видео? С Ice Dancer и началось мое знакомство со всей Drain движухой. Впервые я послушал его пару лет назад, когда гулял по ночному снежному Тагилу. Настроение у меня было унылое, и микстейп идеально подчеркивал это. Я слушал его и думал, вау, ну и говно, но я и сам говно, а значит сойдет. Сейчас, когда на улице зима и все покрыто снегом, Ice Dancer станет идеальным саундтреком для ночных прогулок и для танцев в гололед. Кстати, я тут посидел в интернете, чего я никому не советую, и наткнулся на сравнение этого микстейпа с хайперпопом. Может быть, я чего-то не понимаю, но где? Ладно, если затрагивать Good Luck, там Мочеток постарался, но Ice Dancer? Даже эстетически здесь минимальное сходство. Если затрагивать творчество Drain Gang в целом, то да, какое-никакое влияние на становление хайперпопа и всяких его внутренних гличкоров они оказали однозначно. Но я точно небольшой знаток и фанат гиперпопа, я оттуда балдею только с кастрюльных снейров, типа... Хотя эти кастрюльные снейры это все bubblegum bass, но как же мне насрать, знали бы вы. Если говорить про тематику микстейпа, то тут ничего сильно примечательного нет, потому что микстейп это не альбом, а у Блейда они четко разделяются. На альбомах можно без проблем проследить за ростом его личности, а микстейпы это скорее промежуточные моменты. Вот Ice Dancer это порция чистого фана, включил и кайфанул. Вроде здесь периодически и затрагиваются достаточно темные темы, но вместе с Rip Squad, это продюсера Ice Dancer, Blade смог преподнести их легко и просто. Выбиваются из этого chill flex хайп настроения только пара треков, типа Topman, от которого хочется орать в автотюне, и, конечно, аутро, звучащее так, словно ты тусил с друзьями всю ночь, а потом все прощаются, и ты уходишь домой на рассвете. Trash Island — это последний на данный момент альбом от всего состава Drain Gang, вышедший в 2019. Эта вещь и ответственна за то, что я начал смотреть на Drain Движ с другой стороны и стал воспринимать их творчество чуть более серьезно. Сначала меня раскачал Western Union, потом я начал подпевать с тоном эко на You Lose, а потом я не успел оглянуться, как устроил фотосессию фотки с дачи 2007, посвященную Trash Island. Классно, да? Ладно, не хожу вокруг да около. Trash Island гениален. Любимый Drain альбом однозначно и один из любимых альбомов вообще. И это даже не шутка. Вот смотришь на мои девятки и вроде нормальный пацан, вон там Since I Left You, Flood, Jane Doe, Bitches Brew. Что? Blade, Тайбой и Эко? Kanye West, Yeezus? Ты же сам говорил, что он говно. Чего? Бритни Спирс Live from Las Vegas? Да. Я на полном серьезе считаю, что Trash Island это фантастический альбом, причем не только по меркам Drain Gang, но и музыки в целом. За всего лишь какие-то жалкие 22 минуты эти сладкие мальчишки проведут тебя по самым разным уголкам жаркого Таиланда, где вы вместе будете стреляться из водяных пистолетов на Новый год, кататься на мопедах, а главное — чувствовать. Другого такого альбома, как Trash Island, просто нет. Даже если есть что-то похожее по звуку, я не думаю, что оно будет ощущаться так же, как эта вещь, ведь источником силы здесь является дружба. Я серьезно. Дело в том, что в 2015-м Тайбой был депортирован из Швеции в родной Таиланд из-за проблем с визой. И тут к нему приезжают его кореша, чтобы с кайфом провести время вместе, параллельно записывая эти воспоминания в музыкальной форме и запечатляя все это в шикарном клипе на Victim. Из-за него у меня возникло огромное желание поехать со своей братвой куда-нибудь в Тюмень, на источнике, хз.
Тематика альбома вертится вокруг жизни человека в современном мире и вокруг вечной дрейнерской темы про... Но даже если не вдаваться в подробности и не пытаться разобраться в его концепте, Trash Island все равно не становится менее великолепным. На самом деле даже и плевать, чему конкретно он посвящен, ведь главное это то, что ты чувствуешь совместный эфорт всех участников на 100%. Наверное, впервые за все время существования Drain Gang. И конечно, все это не было бы возможным без White Armor. Это же как надо чувствовать, чтобы скрафтить настолько запоминающуюся и неповторимую эстетику. На Trash Island я и заметил весь его талант как продюсера. Стоит только включить альбом и сразу мурашки. Пацаны, я искренне советую вам всем заценить этот альбом. Конечно, понравится не каждому, но думаю, многие со временем прочувствуют то же, что и я. И вы будете всхлипывать с улыбкой на лице каждый раз, когда просто вспомните факт того, что этот альбом существует. Бесподобно. Эко2К вошел в чат. В 2019 году он дропает Е. Альбом десятилетия, столетия, тысячелетия, судя по реакции фанатов. Еще с самого зарождения Drain Gang люди уже успели заметить, что больше всего таланта как раз у Зака Арагундада Гатеруда. Фанаты настолько сильно хотели услышать полноценный релиз от Эко, что сделали его сами, собрав бутлег Beauty Sleep, который я советую всем, кто не слышал, если волшебные чары Принца Африки на вас сработали. Судя по тому, что я видел в интернете, Е просто обожают, и в Drain комьюнити он возведен в культ. Одного Peroxide достаточно, чтобы заставить с головой окунуться в их движ, и я бы тоже советовал вкатываться в них именно с него. Шикарный трек, офигенный клип, смотрите, что-то плавает, танцует. Жаль, что я натура. Мало того, что вокал Эко2К на голову превосходит всех остальных, так он еще и иногда сам музло делает. Например, его EP Pixie, вышедшая недавно в 21-м, полностью спродюсирована им самим. Ecology, который я считаю одним из лучших достижений человечества, сделан также им. Неудивительно, что фанаты не могли дождаться, когда же он наконец дропнет полноценный альбом. Е может и рассказывает стандартную историю про борьбу с наркотиками и неуверенность в себе, но подано все это настолько красиво, что возникает ощущение, будто ты лицезреешь концептуальный арт-проект, и даже как-то язык не поворачивается назвать это просто клауд-рэп. Понравился он мне, кстати, не сразу, но потом мне приснился сон, где я лежал на снегу, ловил снежинки ртом и рисовал бабочек под Дон Таск. В ту ночь я обдрейнил штаны. Если вам не очень нравится Blade и вы не слушали Е, то обязательно попробуйте. Эта вещь сильно отличается от любого другого релиза Drain Gang. Echo2K makes me glad that I'm homosexual. Последние альбомы Блейда, кроме Good Luck, я решил объединить, потому что, как по мне, они все являются частью полноценной стадии его творчества, которая начинается с выхода микстейпа Exeter, где происходит полное переосмысление его музыки. В отличие от его прошлых работ, которые чаще всего затрагивали темы депрессии, здесь Блейд был ослеплен волшебным светом, за которым он призывает следовать нас всех ради достижения просветления. Продакшн за авторством Гуда это идеально подчеркивает. Альбом звучит словно детская сказка, словно Блейд вернул в себе детский интерес и любопытство ко всему вокруг, что подчеркивается, например, ксилофоном на Love Story и в целом простыми и иногда околоколыбельными мелодиями. Не исключено, что на эксперименты со звуком повлиял как раз Echo2K, ведь после Е Блейд тоже достаточно сильно ударился в какой-то ambient поп, и в его музыке стало намного больше арт-поп элементов, особенно на тройке. Хотя также виной всему этому мог послужить товарищ Джонатан Линдуер, который после тяжелого периода в жизни сам ударился в более обдуманные и концептуальные работы. Из-за абстрактности и очень небольшой продолжительности Exeter еще можно засомневаться в том, что Блейд окончательно перешел на новую ступень своего развития, но на тройке это уже нельзя отрицать. Бладик теперь счастлив. Он смог принять себя со всеми недостатками, и его последние альбомы звучат так, словно он зовет нас в место, подобное раю. Мне не сильно нравится тройка, я уверен, скоро понравится, но вот The Fool это прям конфетка, с ликером. Я уверен, что по прохождению времени этот альбом будет стареть как хорошее вино, по крайней мере, если Блейд снова не загрустит, иначе это автоматически отменяет весь смысл трилогии.
На дураке идеи Экзетера и Тройки были доведены до конечной точки, где все смешивается в сочнейший микс из позитивной энергии и бенгеров. Продакшн может и не похвастаться той же детальностью и многослойностью, как на Трэш Айленде и тех же Тройки с Экзетером, но на дураке целью было скорее не заигрывание с экспериментами, а четкое донесение месседжа, чтобы услышать его мог каждый. И у Блейда это получилось как ни у кого другого. История поиска его счастья выглядит убедительно и правдоподобно, учитывая, какую музыку он делал раньше и как он постепенно отходил от нее. И почти каждый участник Drain Gang может похвастаться тем, что с каждым днем они становятся только лучше. Эко точно так же борется со своими проблемами и самим собой, судя по Пикси. Янглин теперь рисует, играет на пианино и склонен затрагивать более глубокие темы в его нынешних проектах. А он, между прочим, успел пережить очень неприятный опыт из-за бед с башкой. А Тайбой, он Legendary Member, и вообще ему уже давно не до экзистенциальных размышлений, ведь он отец. Буквально. Это мой ответ всем тем, кто считает, что я опоздал с темой, и вообще весь этот движ должен был утихнуть еще в 2014 году. Я считаю, что Drain Gang однозначно заслуживает внимания и уважения, как минимум за то, что всеми своими силами, на протяжении всего своего существования, они пытаются показать людям, что в мире есть не только плохое, и что каждый может отыскать свое счастье. Итак, по сути мы разобрались с дискографией, но остается еще несколько вещей, которые также следует затронуть. Между Тройкой и Дураком выходит совместный альбом Блейда и Мехатока Good Luck, и по звуку он реально сильно отличается от всего, что выходило ранее. Вы только послушайте. Диджей Арбуз. Girls Just Want to Have Fun — это лучший трек Drain Gang. Я на него буквально молюсь и слушаю каждый день. Грымза отлетела с позором. Remote Utopias — это видео лайв-перформанса Блейда и Эко. Вещь не обязательная к ознакомлению, но у кого-то при просмотре могут затвердеть соски. И если вы совсем хотите идти вглубь, то можете прочекать бутлеги. Там очень много старых треков группы, которые не входили в альбомы. Всякие злые Блади и диджей-миксы White Armor — это уже для прошаренных дрейнеров. Вещи, конечно, хорошие и интересные, особенно у White Armor, но сказать про них я мало что могу. Legendary Member я уважаю, но пока что не сильно. С музыкой покончено, остается все остальное. Например, как так вышло, что в СНГ Drain по большей части ассоциируется с визуальным стилем, нежели с самой группой? Дело в том, что помимо музыки, Drain Gang, по заветам дяди Канье, конечно, сами занимаются мерчем и своим визуальным стилем. Причем иногда они это делают не только для себя. Например, Блейд выступает креативным директором Янглина и дизайнит там одежду. Так вышло, что их приколы с цепочками, железными ограждениями, молниями и подобной шелупонью по каким-то причинам очень срезонировали с огромным количеством людей, и как только все это попало в массы, естественно их визуальный стиль был искажен, извращен и стал обычным мемом. Я, конечно, не думаю, что сами Drain Gang заложили в него огромный смысл, скорее всего они тоже делали это по фану, но теперь эти приколы умудрились затмить саму группу. Теперь, когда они сами уже давно отходят от молний и цепочек, у нас все это только начало появляться. Это не говоря о том, что в России откуда-то взялся свой собственный образ стандартного дрейнера, стиль которого заключается в полностью черном шмоте. Вообще без понятия, откуда здесь растут ноги. Я, конечно, понимаю, что ни у кого нет денег, чтобы покупать официальный шмот, и всем легче заказывать все с Китая, но в том, что это полностью черная одежда, Drain Gang почти никак не виноваты. Это придумали наши. Осмелюсь предположить, что Янглин и его друзья в принципе умудрились оказать большое влияние на современную моду, которая частично остается и по сей день. North Face, Air Force, панамки. Благодаря Sad Boys и Drain Gang все эти вещи настолько были популярны в 13-15 года, что сейчас по сути стали нормой. А вообще знаете что? Если вы настоящий дрейнер, то призываю вас одеваться вот так, чтобы мы могли узнать друг друга в толпе. Можете еще ленточку повесить, чтобы наверняка. Типа как анимешники когда-то пытались. Боже, верни аниме-буллинг. О музыкальном влиянии долго говорить не придется. Здесь все более чем очевидно. Именно после 2013 года количество трещотных битов возросло в сотни раз. На Западе, понятное дело, все это было давно, у них там уже вовсю хайповал и успел загнуться южный трэп и крэнк, но вот для нас, для народа, у которого рэп ассоциировался только с Каспийским грузом, это было в новинку. Ну а дальше понеслось.
Даже сейчас современные рэперы все еще продолжают черпать влияние из дрейнерской тусы, то ли осознанно, то ли вдохновляясь теми, кто был вдохновлен сам. Взять какого-нибудь Платину. Слышали последний трек Sosa Music? Да, я понимаю, что кому-то сейчас смешно с такого сравнения. Это один хер обычный пиу-пяу на 808-х, но знаете, думаю, что это неплохо. Все-таки сейчас мы живем в эру, когда искусство не стоит практически ничего, и теперь тебе не нужно таланта, чтобы выбиться в массы. Достаточно лишь пойти по уже давно пройденной дороге великих 808-х драмок, поменять пару или даже один мельчайший атрибут жанра, и считай, ты звезда. Теперь ты музыкальный новатор, который изобрел новое молодежное движение и задающий очередной новый стиль для тиктокеров. Но я не вижу смысла возмущаться из-за этого, тем более сейчас, когда все эти возмущения из-за нынешней ситуации в музыке уже ничего не изменят. Возмущаться надо было во времена Моцарта и вместе с ним троллить сцену своими музыкальными шутками. Может, тогда музыка не ушла бы в конкретную примитивщину. А раз уже ничего не изменить, нужно ценить то, что имеем. Пацаны, огромное спасибо за просмотр, огроменное спасибо за то, что дождались видео. Я прошел через кучу стресса, через внезапную шарагу, которая свалилась на меня спустя 6 месяцев моего отсутствия в ней, постоянно переписывал сценарий и постоянно был им недоволен. Но под конец все-таки смог затащить и остался удовлетворен. Хотя на самом деле я просто бесчисленное количество раз переслушивал дискографию Drain Gang и не мог остановиться. Если вы оценили мой труд, то можете поставить лайк и, конечно, подписаться. Для того, чтобы периодически проветриваться и не застревать на одной теме десятками дней, я собираюсь делать на второй канал маленькие ролики на любые темы, которые взбредут мне в голову, поэтому прошу вас подписаться и туда. Также не забываем про Patreon, если вы богатые, и про Twitch, на котором я стримлю раз в полгода. С Новым годом вас, рошики! Все.